Всем привет, продолжаем играть в Morrowind. В пещере я, как и обещал, залутал все сундуки. Из ценного я нашел несколько камней душ больших, несколько вот таких крохотных камней душ, деньги, ингредиенты, вот скума и поясок вот такой крадущегося скампа. То есть нам стали попадаться уже зачарованные вещи, там было много разных бесполезных колец, также много бесполезных зелий, которые я брать не стал, но вот пояс вот этого скампа, я думаю, что нам пригодится. Ну и мы продолжаем свой путь. Я напомню, что мы идем в пещеру воплощения. Также по пути, тут вот немножко, ну не то чтобы совсем по пути, но рядышком. Наверное, многие знают, что есть интересное место вот на том островке. Там есть гробница, в которой живет уникальный персонаж, вампир по имени Марара, у которой есть, соответственно, уникальное колечко. Некоторые мне советовали его добыть. Я не то чтобы думаю, что это прям обязательно для нашего прохождения. Но давайте, раз уж мы здесь, почему бы и не сделать это. Соответственно, нам нужно здесь походить по воде, поэтому я использую соответствующее заклинание на себя и на орка. Тут, правда, вот наездники, я вижу, по теням, судя, летают. Марар — это противник довольно сильный. Как по уровню, так и по своим параметрам, поскольку она вампир. Так, что-то он там опять подзастрял, по-моему. Эй, дружище, давайте отойдем, может он телепортируется. Так, тут у нас скальный наездник. Орку я починил все оружие и доспехи. Катану крутую я у него отобрал. Мы сейчас как раз ему вручим ее. Кстати, можно бы здесь вот и... Так, заключение. Ну, 90 секунд слишком много. Блин, не успел. Ну ладно. Все. Орк телепортировался, хорошо. Вот она, это, собственно, гробница. Родовая гробница дританов. Сохранимся и заходим. На входе здесь, как всегда, относительно безопасно. Но тут вот я уже вижу, по-моему, костяной лорд торчит. Давайте приготовим заключение. В этот раз на 90 секунд. Блин. А орк что-то тупит. Марара, она не в самом первом помещении. А я, по-моему, не попал в него, да? То есть вот именно для этого я поставил радиус на своем заклинании, чтобы вот так вот не промахиваться, как я это сделал. Так, но тем не менее, мы душонку эту захватили, костяного лорда. Тут у нас, как видим, какой-то трупик лежит. Ну, тут бесполезное у него барахло. Брать я это ничего не буду. А вот в какой именно... Наверное, вот здесь вот все-таки. Давайте-ка мы отдадим орку меч. Эту я заберу. Да, там у нее еще и скелет. Еще и скелет. Блин. Так. Блин. Так, она там кастует на него свое вампирское заклинание.
Высасывает здоровье, скорее всего. Но орк наш тоже, как видим, не лыком шит. Так, бахнуть бы его, бахнуть. И, блин, магия закончилась. Ну, как всегда, друзья, как всегда. Ну, пошло дело, смотрите, он стал попадать чаще. Слушайте, ну отлично, все-таки наше вот это вот заклинание на повышение навыка, оно таки работает. Вот оно, собственно, колечко, оно с постоянным эффектом, эффект отражения, увеличение акробатики и сопротивление нормальному оружию 40%. Ну, как я и сказал, не то чтобы архи прям необходимо. Я думаю, что вот это сопротивление нормальному оружию может для нашего орка быть полезным против всяких вот таких простых врагов, типа скелетов, либо каких-то, может быть, бандитов там с обычным оружием. Ну вот так. Вот, кстати, зелье лечения моровых болезней обязательно возьмем. Наш персонаж, конечно же, уже не заболеет мором. А заставить орка его сожрать я, наверное, не смогу. Я, кстати, посмотрел, у него вес 423. Я попытался ему восстановить силу, но это ни к чему не привело. То есть, в принципе, сила-то у него не была занижена. Так, здесь у нас ловушка, поэтому мы используем телекинез. Бесполезный амулет. Так, скелет непобедимый. Надо было на него кастануть заключение, конечно. Ну ладно. Тут у нас простые ингредиенты и ничего больше ценного нет. Соответственно, выходим. Хотя нет, куда выходим? Вот же у нас есть некоторая пещера по имени Шалит. Сохранимся и зайдем сюда. А здесь у нас, смотрите, какие-то интересные места. Но мы знаем здесь некоторую историю, то есть чуваки вроде бы здесь какие-то находятся, которые как раз таки, ну если память мне не изменяет, за этой Марарой как раз таки и пришли. Скорость на 30 секунд, но нет, конечно, нет. Восстановление скорости. Блин, вот зачем ты опять? Уцененная левитация нам... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поспешил. Так. О, смотрите-ка. Ценные вещи. Это мы, конечно, забираем. Стальная катана нам без надобности. Ну и вот это тоже, я думаю, нам не понадобится. Какая ловушка, смотрите. Отравление. 49 секунд. Серьезно? А у меня есть что-нибудь? Паралич. Вряд ли у меня есть такое. Я ж все повыкладывал, блин. Сохраняться я сейчас не хочу. Давайте-ка мы немножко пробежимся. Ну реально, прям конкретная такая ловушка. То есть если не лечиться, она может реально здоровье-то подпортить. Ужас, друзья. Давно я не хватал таких ловушек. Семь секунд. Придется ждать. Все, наконец-то. Теперь точно сохраняемся. Посмотрим, что здесь дальше в этой пещере.
Так, ну что-то никого я не вижу. Может быть, я ошибся, и это не то, о чем я подумал. Но здесь должны быть бандиты. Слушайте, может быть, они... Да, они появляются, видимо, по квесту. Сейчас здесь их нет. Вот, кстати, записка мы можем посмотреть. Вот тебе клинок для новенького, посылай его вперед, а мы все уладим. Обед ждет, но не тебя. Малвурния снова нехорошо себя чувствует, так что тебе придется исполнять обязанности часового. Не волнуйся, ты получишь часть его доли. Оставайся на стороже, охотники за головами ищут нас, но здесь... Ну, то есть немножко я ошибся, да. Не Марару они ищут, а просто убежище. О, смотрите, великий камень душ. Они ищут просто убежище, но вот напали на вампира. Так, отнять здоровье, касания нет. Интеллект тоже нам не надо. Ну и имперский палаш я тоже брать не буду. То ли это квест какой-то, то ли, блин... Короче, друзья, конечно, в комментариях вы мне напишите, где я опять ошибся, и исправите неточности. Выходим мы на этом же островке, только с другой стороны. Так, кто тут? Рыбы. Блин, сейчас он потратит все эти... Все заряды. Ну, вот что ты делаешь? Нет, нам здесь ловить нечего. Давайте-ка я выйду там, где мы зашли, в гробницу. Чтобы не бегать тут по воде, не сражаться с рыбами, мы продолжим свой путь. Наверное, отдохнем, пожалуй, до утра. И продолжим путь в пещеру Азуры, пещеру воплощения. Я напомню, мы идем по основному сюжету. Давайте я закрою дверь, чтобы тут на всякий случай никто не отспавнился нам в спину. Вот так. Ну и подождем. Сейчас у нас 9 часов. Вот так, наверное, вот. 8 часов отдохнем. Заодно, кстати, должны восстановиться заряды. Ну, так себе, да? Поменяем ему оружие. Ну, такое, скажем, раннее утро. Но нам нужно на юг. Туда вот. Немножко я отклонился от нашего маршрута. Но все равно по воде придется ходить. По воде все равно придется ходить. Где орк? Вот он. Все, бежим. Благо тут не очень далеко. На доэдрические руины я отвлекаться, наверное, не буду. Святош там все равно, скорее всего, нет. Поэтому смысла не вижу. Тут еще какая-то гробница, но тоже я думаю, что мы туда не пойдем. Отлично. Победил грязекраба. Но нам придется как-то перелезать через этот холмик. Потому что вот, собственно, по карте, если вы видите, уходящая на юг такая, ну, ущелье получается, да, светлая полоска, это вот как раз то, что нам надо. Там нам намекали на какие-то два пика торчащие, как-то зубы какие-то там. И вот отсюда, вот с побережья, их как раз хорошо видно. Блин. Давайте, наверное, используем заключение. Все-таки меня
Орк меня ударил, что ли? Засранец. Нет, это меня Алит потравил. Ой, 2 Алита. Да что ж такое-то за опять за суета, беготня? Вот они, эти зубы, собственно говоря, их вот с побережья можно различить, если знать. Ты чё? Блин, да что ж такое-то? Орк что-то, по-моему, двинулся немножко разумом. Добей ты его. Наконец-то, блин. Зараженный Алит. Ты даже не думай. Ты даже не думай. Где второй? Ты чё? Все. Орк заглючил. Пойдемте, друзья. Вот сюда поднимемся. Там же где-то, по идее, Алит. Вон он. Сволочь такая. Сейчас мы с ним разберемся. Так, ну вроде бы орк что-то пытается. Ну, давайте, наверное, применим наше колечко молнии. Что-то тупость какая-то началась. И все получается. А этот что? Усмирение, может, на него надо? Это он на меня сагрился, что ли? Дерешься, как ребенок. Блин, ну я сохраняться, наверное, не буду тогда, друзья. Дерешься, как ребенок. Походу он на меня сагрился. Но я же на него Твоими косточками. не накладывал заключение в этот раз. Ты слабеешь. Очень странно. Умрешь здесь. Дерешься, как ребенок. А где у меня сохранение? Сдавайся. Сдавайся. Ну? На кого? Покончено. Куда туда смотрит? Больше не буду с тобой ссориться. Больше не буду с тобой ссориться. Блин, что за тупость? Не буду с тобой ссориться. А сохранение у меня аж в пещере. Может, Драка как-то окончена. отдохнем? Больше не буду с тобой ссориться. Драка окончена. Блин, да что ж такое-то, а? Что же мне так везет-то? Ссориться. Это мне не по силам. На помощь! Пойдемте, короче. Отправим его, если что, там возле пещеры, просто в Альдрун. Главное дойти нам до пещеры. Здесь, в принципе, тропа вот такая вот более-менее безопасная. Тут гробница какая-то. Дарелетов. Но в данных условиях я не вижу смысла туда заходить. Наш дурачок что-то совсем крышей потек. На кого-то то ли сагрился, то ли хрен его разбери, что он хочет. Просто поднимаемся наверх. Благо скрипт работает, и он не застрянет. Все? А на кого ты сагрился? Придурок, блин. Давайте сохранимся все-таки на всякий случай. Дорога здесь идет наверх, потом поворачивает, и, в общем-то, довольно легко мы эту пещеру найдем. По карте вы видите, где это, в каких краях. Для некоторых просто представляет из себя проблему найти эту пещеру, особенно если следовать инструкции, которые нам выдали в лагере Уршелаку. То есть идти по побережью, идти довольно далеко. Ориентиры такие весьма туманные. Я видел это во многих таких вот роликах. Ну, давно, конечно. Сейчас такое уже не снимают, кроме меня.
старичка. Вот, а раньше выходили такие вот летсплей, тогда это называлось, если кто помнит. И, в общем-то, была проблема. А здесь проблема будет у меня с доступом в пещеру. Потому как она закрыта. И открывается она на рассвете и закате. Дверь закрыта и не откроется. Да. Ключ к ней звезда. Ключ звезда, это значит, нам нужно ждать. Ждать нам нужно довольно долго. Давайте-ка я, наверное... Хотя, в принципе, что, пусть он с этой дайкатаной. А здесь как раз восстановятся заряды. Станем спиной к двери, чтобы, если кто появляться будет, будет появляться передо мной. Приготовим невидимость. И врубаем ожидание. Значит, сейчас 10 часов. Я думаю, что часов 6-7, наверное. Давайте для начала вот так. Ну, рановато, да? Дверь закрыта Да. и не откроется. Ключ к ней Еще часик. звезда. В рассветный Вот. час, когда светит звезда Азуры, И мы зашли, причем вместе с орком. Вот такая вот пещерка. Модифицирована она, конечно же, модом. Вот эти вот все, скажем так, красоты. Какой-то странный глюк вот с этими вот наконечниками у сталактитов, но не знаю почему. Здесь мы видим какие-то мумии, сама статуя Азуры, которая предлагает нам свое колечко. Оно должно крутиться, но тут видим какой-то глюк, плюс мы не увидим ролика, скорее всего, сейчас. В оригинале, когда мы берем колечко, должен включаться ролик. Давайте проверим. Мне кажется, не будет ролика. Да, ролика нет. Но дневник дополнен. Также появились вот такие вот призраки. Колечко мы уже видели. Здесь постоянный эффект привлекательности, красноречия по 5 пунктов. Колечко довольно дешевое, 2000. Я думаю, что таскать мы его не будем. Но с призраками мы поговорим. Так, но только в хронологическом порядке. Насколько я понимаю, Пикстар это последнее воплощение. Это все претенденты, так скажем, на звание Нереварина. И они хотят нам что-то рассказать. Добро пожаловать, воплощенный. Я Хорт Лет. Я оказался не тем, но я жду и надеюсь. Спроси меня, и я расскажу тебе свою историю. Моя земная жизнь закончилась 400 лет назад, в последние дни волнений, когда Империя пришла в Моровинд. Это была жизнь философа, а не воина. И несмотря на то, что меня благословили звезды, героя из меня не получилось. Возьмите эти вещи, моим костям они больше не нужны. Мантия Хортледа и Ситис. Ситис это вроде книга. Так, да, Ситис это книга, а мантия что нам дает? Отпугнуть нежить на удаленную цель и щит. Всего лишь 5 пунктов. Хорошо. Идем дальше. Канун Чадала. Добро пожаловать, воплощенный. Я канун Чадала. Я оказался не тем, но я жду и надеюсь. Спроси меня, и я расскажу тебе свою историю. Я был Ашханом. Я повел свой народ против Акавири, пока собаки Киродиила бежали от них, как Кагути. Мы дошли до крепости Красной горы, очищая нечистых их же собственной кровью. Я пренебрег наставлениями провидец, и к моему стыду я жаждал славы, но никогда не видел моих истинных врагов. Примите мой топор и ботинки и мое благословение. Топор и ботинки канун Чадала. Давайте смотреть. Топор стеклянный, кстати, довольно дорогой. А вот это уже интересно. Жаль только, что при использовании здесь баф идет. И в принципе нашему орку можно было бы попробовать. Единственное, что урон низковат. Если бы он пользовался этим бафом, то может быть он бы чаще попадал. И как альтернативное оружие, кстати, можно будет рассмотреть. Я обязательно попробую. Ботинки тоже с эффектом при использовании. Скорость и выносливость 10 пунктов. Но, наверное, они мне будут бесполезны. Следующий.
Добро пожаловать, воплощенный. Я Идрени Неротан. Я оказалась не той. Но я жду и надеюсь. Спроси меня, я расскажу тебе свою историю. Моя жизнь прошла в последние годы трибунала. И с моей помощью мы потеряли наш моральный облик. Потом мы отразили атаку Акавири. Мне ничего не было известно о Нереварине и Дагатуре, пока меня не укрыли в своем лагере Ишлендере. И до самого конца моя жизнь была жизнью идиота, грабившего разрушенный Кагарун. Вот, возьми это. Может, осталось в этом мире еще что-нибудь достойное того, чтобы это украсть. Ну, отмычка и щуп нам, соответственно, тоже не нужны. А мы идем дальше. Следующий персонаж Эрурдан. Тоже хочет рассказать свою историю, тоже оказался не тем. На моих глазах Моровинд пал перед Империей. Мне на себе пришлось испытать унижение покорения, что заставило меня дать клятву отомстить Империи и Трибуналу, имперцам. Позже, когда этой бессмысленной борьбе в моей жизни появилась... после этой бессмысленной борьбы в моей жизни появилась новая цель. Я сдался смерти у Красной горы, борясь с Мором и ужасными монстрами. Примите мое оружие и доспехи, они больше мне не нужны. Копье и кираса Эрурдана. Так, копье. Ну, копье хитиновое, в общем, бесполезное. А кираса средняя, но защита низкая. При использовании восстановления здоровья и запаса сил 20 зарядов. Понятно. Следующий. Эйнтерия. Хочет рассказать свою историю. Я была священным паладином храма в Золотой век Трибунала. Я внесла огромный вклад в те писания, что позже были запрещены храмом. Теперь их называют апографа. Я беспрекословно следовала за Трибуналом, к сожалению. Я никогда не верила в пророчество Нереварина, пока не стало слишком поздно. Примите мои скромные вещи и мое благословение. Книжка и булава Анны Терия. Кстати говоря, доспехи-то у нее, смотрите, высшего ординатора. Вот это интересно. И у нас перегруз. Ну, давайте посмотрим. Булава двемерская при ударе. Отнять параметры. И что-то она еще говорила. Я, кстати, забыл выложить, вот эти амулеты. Они довольно сильно обременяют. Булава и что-то было-то еще, друзья. Так, давайте смотреть. Я что-то забыл. Книжка, да, книжка 12 проповедей. Ой, 36 проповедей, проповедь 12. Так, давайте выложим вот это вот. Сбагрю орку. Все лишнее. Не думаю, что он станет все это надевать. Ну и топор тоже. Я бы даже сделал вот так вот, наверное. Пусть он пользуется топором. Не знаю, что он из этого выберет. Я думаю, что все-таки топор. Ну и все пока что. Вот это я отдавать ему не буду. Пояс это тоже нет, чтобы он не тратил время в бою. Так, сохранимся. Ну и Пикстар. Это последнее воплощение. Добро пожаловать, говорит луна и звезда, возрожденный наставник, Нереварин, скорбящий по племени неоплаканному, спаситель ложных богов. И я Пикстар. Я оказалась не той, но я жду и надеюсь. Спроси меня, и я отвечу, как моя мудрость подскажет мне. Вы носите кольцо Неревара, луна и звезда. Этого никто не может отрицать. Вы и есть Неревар возрожденный. Храм будет считать вас врагом, ординаторы захотят вас убить, а правоверные трибуналы из великих домов возненавидят и устрашатся вас. Неверующие из племен будут испытывать вашу силу и сомневаться в вашей чести, а вас узнают все. Вы должны быть к этому готовы. Тебе надо появиться перед советниками великих домов и не разочаровать их, потому что только советники великих домов могут назвать тебя наставником. Я не знаю, где живут люди великих домов, потому не смогу дать тебе наставления.
Вам нужно отправиться к ашханам Эшлендеров и договориться с ними, ибо только ашханы 4 племен могут наречь вас Нареварином. Поговорите сначала с Сулматуулом из Уршилаку и с шаманкой Небани Меса, ибо из всех эшлендеров они мудрейшие в вопросах воплощения, и вы уже предъявили Сулматуулу доказательства того, что достойны. Понятно, племя неоплаканное. Пожалей Дагатура и Шестой дом. Все, что они делают, все, чем они стали, это зло и нечестие, но начинали они с яркости и чести. И причиной их падения была верная служба тебе, лорд Наревар. Ты сказал лорду Дагуту охранять нечестивые инструменты под Красной горой. И так он поддался искушению. Он повиновался тебе, когда пытался уберечь эти инструменты от трибунала, и он ненавидит тебя, кто предал его, и трибунал, кто насмеялся над его честью. Напал на него и похитил нечестивые инструменты для самих себя. Кагринак, высший жрец Двемеров, изготовил волшебные артефакты, способные украсть силу богов. Наревар боролся с Двемерами, чтобы предотвратить этот акт богохульства. Но Дагатур захватил эти инструменты, артефакты, чтобы стать богом. И члены трибунала захватили эти артефакты, чтобы стать богами. Хотя трибунал хотел использовать новые силы во имя добра, на него все-таки повлияли и те порочные стремления, что двигали Дагатуром. То есть мы сейчас наблюдаем одну из интерпретаций событий под Красной горой. Что еще она хочет нам сказать про ложных богов? Трибунал и Дагатур обладают неестественными способностями и продолжительностью жизни богов, но получили они их действиями, которые оскорбляют богов. Они тщеславны и неблагоразумны, и их богохульство угрожает всему живому в Моровинте. Так, оказалось не той. Мне не удалось воплощение, как и всем, кто остается здесь со мной в пещере воплощения. Мне удалось воспротивиться Мору, но пепельные вампиры совладали со мной. Боевые искусства не подчинились мне, обычаи великих домов остались для меня непостижимыми. Они бы не приняли меня как наставника. Возьмите эти несколько жалких вещей, они не нужны мне. Так, пояс и штаны. Но она хочет нам рассказать еще про... что-то ей мудрость подсказывает. Я отвечу, когда смогу, и тем, что знаю, но видения Азуры часто туманны по двум причинам. Одна, потому что будущее нельзя узнать, и всегда есть выбор. Вторая, потому что правда не бывает ясной или простой. Загадки Азуры предупреждают нас, что нужно думать долго и усердно, они заставляют нас внимательно искать правду и значение, и не надеяться лишь на порыв и силу. В общем-то и все, да? Что у нас тут? Пояс. С вышивкой увеличение характеристика сила воли на 30 секунд. И штанцы какие-то. А вот штаны полезные. С левитацией, пожалуй, я ими буду пользоваться. Но, правда, у нас штаны на открытие. Не знаю. Пока что я их потаскаю. Весят они, конечно, 2 единицы. Ну да ладно. В общем-то, что? У нас по плану, видимо, визит обратно к племени Рушилаку. А вот где я поставил пометку, друзья, черт его знает. Давайте-ка я сохранюсь, отправим орка с лишним добром. Что у нас лишнее? Вот это вот книжки. Амулеты 6-го дома придется ему отдать. Не знаю, он, наверное, напялит. Да, он сразу же на себя напялил, дурачок. Мантию вот это он на себя тоже напялит, конечно же. Кольцо я ему отдавать не буду. Он его, во-первых, напялит, во-вторых, смысла в этом нет. Остальное пусть пока будет при мне. И вот это тоже. Хочу я отправить его, короче говоря, в Альдрун. И посмотреть, где у меня стоит пометка. В любом случае, отсюда пешком мы добираться по побережью не будем. Я сделаю возврат. Кагарун. Блин.
Это, конечно, плохо. Это плохо. Придется мне все-таки самостоятельно пешочком драпать. Оказался я, на удивление, в Альдруне. Интересно, смогу я добежать по-быстрому сам без орка? Наспавнились ли там монстры? Ну, давайте попробуем. Бежит. Орка оставим здесь вместе с Гуаром. Смотрите, он топор все-таки взял. Жди здесь. Это большая честь. Вот он, видите, схватил топор. Так, ну и катану тоже, наверное, нужно ему отдать. Чем мне ее за собой таскать? Заряды у нее восстанавливаются потихонечку. Давайте пробежимся. Нам нужно доложить шаманке, что мы прошли очередное испытание. Правильно же я думаю? Ну-ка, давайте-ка. Давайте-ка посмотрим. Так. Пробуждение спящих. Имперский культ. Вот еще нужно разобраться с этим клинком. Мне в комментариях напомнили, что возвращать его не обязательно вроде бы. И лекарство от вампиризма. А по основному сюжету у меня никакого задания нет. Хул. Куда хотите? Так, ну и ночь. У нас ночь. Хотим мы отправиться, конечно же, в лагерь Уршулаку. Тут Дрелк бегает. Сохранимся. И используем хождение по воде. Да. Поскакали. Вроде бы мы с орком здесь уже ходили. По идее, здесь ничего не должно наспавниться. Но я в любом случае пробегусь вот так вот по воде. Мимо доэдрических руин, чтобы не нарваться там ни на кого. Нам нужно поговорить с шамангой. Потому что дальше нас направят, конечно же, по племенам, по великим домам. Это все известно. Но это задание нужно получить. А орка тащить сюда смысла нет. Этот корабль меня все время как-то смущает. Может быть, пора туда наведаться? Да че я все время мимо хожу? Верхний уровень, подожди. Сначала в каюту капитана. Замок 35 уровня. Смотрите, уже интересно. Ну, запас сил у меня потрачен, поэтому... Да что ж такое-то? Всю ману слил. Ну, кстати, не зря, смотрите, великий камень душ мы получили. Немножко монеток. Скума. Уже неплохо. Стрела зачарованная, но мы брать ее не будем. Так, а что у нас в скелете? В скелете у нас зелье водного дыхания. Нам оно тоже без нужды. Так, восполним, наверное, магию. Вот иллюзия как раз качается. Ну и верхний уровень. Здесь уже могут быть враги, поэтому давайте-ка я приготовлю наш новый пояс. К сожалению, он пойдет за место пояса запаса сил. А запас сил у меня сейчас полный, поэтому пояс крадущегося скампа. Да, тут скелет. Скелет с копьем. Кто кого, друзья, скамп или скелет? О, смотрите, скампик-то справился. Полезный скампик. И полезный пояс. Но здесь немножко просто ингредиентов. Но должен быть проход и ниже. А вот там уже, скорее всего, будет рыба. Так, пустой сундук.
зелье водного дыхания на 15 секунд. Куча ингредиентов, неплохо. Шматье. Еще куча ингредиентов. Так, скампик с нами, поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой. Рыба, в принципе, мне не угрожает, если я вылезу сюда на сушу. Но скамп, смотрите как, неплохо зачистил тут все. Костяная кираса нам не нужна. Вряд ли тут что-то ценное. Ну, просто я вот хотел заглянуть в этот корабль. Бегаю все время мимо него. Выходим наружу. Ну и, наверное, путь свой я продолжу в следующем эпизоде, друзья. За сим откланиваюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.